Когда Жасмин познакомилась с Александром, ее жизнь наполнилась светом, романтикой и ощущением, будто им суждено быть вместе. Их случайная встреча на тропинке в Центральном парке, когда его ретривер Макс украл ее обед, казалась началом удивительной сказки. Уже через несколько недель Александр предложил Жасмин стать его женой, и ее сердце, полное нежности и любви к нему, сказало «да». На первый взгляд их жизнь была безупречной: заботливый муж, роскошная свадьба, долгожданный медовый месяц. Александру удалось завоевать расположение ее семьи, а их фотографии, дышащие счастьем, вызывали у окружающих восхищение и, возможно, даже зависть. Однако Жасмин вскоре стала замечать тонкие, но тревожные намеки, словно призраки прошлого присутствовали на каждом шагу. Вскоре после свадьбы на одном из приемов семьи Александра его кузина Хизер, заметно выпив, подошла к Жасмин и задела ее странным вопросом: «Она тоже поедет с вами в Перу?» Жасмин не придала этому значения, списав на алкогольное опьянение и эксцентричность Хизер. Но с каждым месяцем такие мелкие детали, намеки и странные реплики родственников начинали раздражать ее все больше. Что-то в их отношениях не давало ей покоя, хотя Александр всегда выглядел идеальным мужем. На их первую годовщину Жасмин решила сделать мужу сюрприз — провести генеральную уборку на чердаке, который всегда был в беспорядке. Она знала, как Александр дорожит мелкими сувенирами и вещами из детства, и у нее возникла идея организовать для него особое место для хранения. Операция «Расчистка» началась с хорошего настроения, она с улыбкой перебирала его старые вещи, школьные проекты и коллекции комиксов. Все шло хорошо, пока Жасмин не наткнулась на альбом с фотографиями, который лежал на самом дне одной из коробок. Когда Жасмин открыла альбом, ее сердце замерло. На фотографиях Александр был одет в свадебный костюм, стоял рядом с белокурой женщиной, и его улыбка сияла так же, как на их собственных свадебных снимках. А Макс, любимый ретривер, был наряжен в ту же галстук-бабочку, что и на их церемонии, с маленькой коробочкой для колец на ошейнике. Осознание пришло к Жасмин, как гром среди ясного неба. Александр уже был женат. Вопросы вихрем закрутились у нее в голове. Почему он скрыл от нее такую важную часть своей жизни? И что еще она не знала о человеке, которому доверила свое сердце? Растерянная и разочарованная, Жасмин позвонила своей матери в надежде на поддержку и совет. Однако реакция матери оказалась совсем не такой, как она ожидала. Вместо слов утешения и понимания мать посоветовала ей не делать поспешных выводов и не разрушать брак из-за прошлого, которое, возможно, Александр просто хотел оставить позади. «У тебя хороший муж, Жасмин», — сказала мать. «Идеальных людей не бывает. Все мы прячем свои скелеты в шкафу. Может, он просто пытался уберечь тебя от боли?» Эти слова повергли Жасмин в еще большую растерянность. С одной стороны, она все еще любила Александра, но с другой чувствовала себя обманутой и преданной. Как ей теперь доверять ему? Когда Александр вернулся домой, Жасмин не смогла сдержать эмоций и поделилась своим открытием. Александр был потрясен, но вместо извинений начал укорять ее за нарушение его личного пространства и разглашение семейных тайн. Их спор перерос в жесткий конфликт. Жасмин поняла, что в данный момент она не сможет принять его оправдание, и решила временно уйти. Пытаясь собрать мысли и разобраться в своих чувствах, Жасмин обратилась к кузине Александра, Хизер, той самой, которая все время намекала на прошлое. Именно от нее Жасмин узнала правду, о которой сам Александр так старательно молчал. Первая жена Александра была его первой любовью, и их брак принес ему огромную радость. К несчастью, она умерла от серьезной болезни через несколько месяцев после свадьбы, оставив глубокую рану в его душе. Тогда он спрятал все, что напоминало ему о ней, на чердаке, пытаясь таким образом скрыть свою боль. Осознав масштабы потерь и переживаний Александра, Жасмин ощутила неловкость в том, что нарушила его тайну. Ее ранило то, что Александр не открылся ей раньше, но теперь она понимала, насколько сильной была его душевная боль. Она могла бы простить и попытаться принять его прошлое, но страх быть лишь тенью первой любви не давал ей покоя. В конце концов, Жасмин решила подать на развод, поняв, что ее любовь заслуживает честности и полного доверия. После развода Жасмин осознала, эта история стала для нее не только уроком о том, как важно делиться своим прошлым, но и возможностью ее собственного пути к исцелению. Она оставила в прошлом человека, которого когда-то любила, и обрела новое понимание себя и своих ожиданий от отношений.
Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.